Кажется, что сейчас каждый день в новостях появляется сообщение о том, что человечество начнет колонизацию Марса в течение ближайших 5 лет, и я не знаю, во что верить. А затем, что касается идеи заселения Марса, я просто не думаю, что кто-то это действительно сделает. Это конец 1890-х годов, и американский астроном Персиваль Лоуэлл пришел к убеждению, что на Марсе обитают развитые инопланетные цивилизации. Он видел эти ориентиры на поверхности и считал их оросительными каналами, построенными маленькими зелеными человечками. Он полагал, что марсиане пытались направлять воду из полюсов к своей умирающей планете, чтобы поддержать ее живучесть. Разумеется, это оказалось неверно, но в чем-то он угадал. Марс, безусловно, имеет воду. В настоящее время она замерзла, но в прошлом Марс, вероятно, выглядел совершенно иначе. Интерес к Марсу набирал обороты. Люди мечтали о том, какой может быть жизнь на Марсе и сможет ли человечество однажды ступать туда. В 1948 году Вернер фон Браун, ведущий ракетный инженер Америки того времени, написал книгу о том, как человечество могло бы колонизировать Марс. Он видел серию кораблей, готовых сделать этот огромный путь. 70 астронавтов приземлялись бы на Красную планету, где в конце концов встретились бы марсиане, уже живущие там. И странная часть, лидера этих марсиан звали Илон. По сути, через 19 лет после публикации этой книги родился Илон Маск. Люди называли вас настоящим Тони Старком. Путешествие на Марс может оказаться чуть ближе, чем мы думали. И у него есть план, чтобы нас спасти. Лучший сценарий – примерно 5 лет, худший – 10 лет. С давних времен в ночном небе есть яркая красная точка – Марс. НАСА смогла безопасно посадить 2 миссии «Викинг» на Марсе в 1976 году, проведя первые эксперименты на Красной планете. Но сообществу было тревожно. Если зонд-аппаратура не будет должным образом очищена, Марс может оказаться зараженным микробами с Земли, что может помешать нашему поиску жизни на Марсе. Карл Саган даже пошел дальше и утверждал, если микробы существуют на Марсе, люди должны отступить. Тогда Марс принадлежал бы марсианам, даже если марсиан там только микробейты. С тех пор на Марс приземлилось еще 10 роботов, от роверов до вертолетов. Все они в итоге пытались решить одну и ту же задачу – существует ли жизнь на Марсе? И мы нашли намеки. Роботы NASA Curiosity и Perseverance нашли древние озерные ложа, насыщенные органическими молекулами, что свидетельствует о том, что Марс когда-то был пригоден для жизни. Они картографировали планету, обнаружив огромные запасы льда под поверхностью, даже вокруг экватора. И когда я говорю «лед», имеется в виду действительно большое количество. Если растопить всю жидкую воду и лед на Марсе сегодня, планета могла бы быть покрыта океаном глубиной около 35 метров. Это дало зеленый свет всем. У Марса есть вода и атмосфера, богатая углекислым газом, что может открыть доступ к топливу, кислороду, питьевой воде и многому другому. Но, конечно, это потребует огромной работы по освоению этих ресурсов. Вопрос в том, зачем вообще идти на Марс? Честно говоря, потому что это наш единственный вариант, если мы хотим, чтобы люди жили на другой планете. У Марса нет магнитного поля и очень тонкая атмосфера, что означает, что марсианские астронавты будут постоянно подвержены потенциально смертельно опасному уровню радиации. Марсианский астронавт получил бы за одну дорогу примерно от 400 до 900 рентгенов. Без надлежащей защиты в жилищах и космических аппаратах эти астронавты бесспорно повредили бы свою ДНК, и риск рака
тоже возрос бы. На Земле наше магнитное поле защищает от всей этой вредной радиации, и считается, что у Марса когда-то было такое поле, но по какой-то причине оно исчезло, и Марс стал сухим, безжизненным ландшафтом, который мы видим сегодня. Гравитация Марса составляет 38% от земной, и у нас нет реальных исследований того, как пребывание в этой среде повлияло бы на наши тела. Мы знаем, что на МКС астронавты теряют значительную мышечную массу и плотность костей. Частичная гравитация Марса может помочь, но ясно, наши тела не эволюционировали так, чтобы существовать в такой среде. Итак, предположим, мы решим все эти проблемы и сможем, наконец, отправиться на Марс. Где мы приземлимся? Такое беспокойство. То же самое, что делает место на Марсе интересным для исследования, чтобы получить образцы грязной породы и так далее, может оказаться тем же самым широким открытым местом, куда вы захотите совершить первый посадочный полет. Вы явно не хотите загрязнять интересные места своими человеческими материалами. Приведенный нами пример – космический аппарат «Сатурнер». Их аппараты были чуть меньше этой комнаты, и их опорные площадки были рассчитаны на давление, равное давлению лунного апертура, блюда 2 человек на борту. Они могли увидеть, что поверхность могла затонуть в пылюке, но этого не произошло. Но затем астронавты Аполлона-16 и Аполлона-15 подъезжали на одном из роверов к этому аппарату на Луне, привезли обратно кусочек и эта линза камера от Surveyor. Они вернули это на Землю и увидели, что там есть микробы, которые выжили на поверхности в течение 2 лет. Но они были загрязнены в лаборатории на... Где приземлиться? Земля. Первая колония марсианских астронавтов должна найти идеальное место, где достаточно ресурсов, таких как вода, и при этом желательно на низком возвышении. Так атмосфера была бы толще. Также было бы очень полезно иметь базу где-то в середине планеты, чтобы воспользоваться умеренными температурами и солнечной энергией. Но они должны быть уверены, что они не приземлялись в месте, где жизнь может существовать прямо сейчас. Если они там приземлятся и распространят свои микробы, а ученые будут тестировать почву на месте приземления, будет очень трудно убедительно доказать, какие микроорганизмы марсианские, а какие земные. В конечном счете, цель состоит в том, чтобы узнать, есть ли жизнь или была ли она. Начнем с этого. Начнем с действительно доказательства того, что нигде на Марсе ничего живого нет и никогда не было. Или найдем что-то, что живое на Марсе. Миссия по возвращению образцов с Марса. По сути, Perseverance собирает эти трубки с образцами марсианской почвы на протяжении последних нескольких лет, и они уже на Марсе прямо сейчас ждут, чтобы их забрали. Но главное – нам нужны эти образцы обратно до того, как кто-либо начнет трогать Марс и портить его. Давайте вспомним об истории, произошедшей в 1994 году. В городе произошел массовый перебой в подаче электроэнергии, и линии экстренной помощи, а также обсерватория Гриффита получили бесчисленные звонки от людей, просящих о помощи. И все потому, что они говорили, что видели что-то странное. Они видели огромное зловещее облако, которое простиралось по всему ночному небу. То, что они видели – Млечный Путь. Более 80% жителей крупных городов сегодня просто никогда не видели его. Эти городские огни блокируют наш доступ к красивым звездам. Они всегда там, просто скрыты больше, чем когда-либо прежде. Но именно в тот момент эти звезды можно было запечатлеть на прекрасной карте звезд, как это. Реальная проблема всего этого – деньги. Конечно, все возвращается к затратам.
Если вы хотите запустить что-то вроде ананаса на МКС сегодня, это обойдется вам примерно в $20 000 при нашей текущей технологии. Для Марса это примерно $200 000. Чтобы просто добраться одного астронавта до Марса со всем снаряжением, которое им потребуется, вам понадобится примерно 10 ракет Сатурн-V по весу полезной нагрузки. Но Элон Маск сказал, что у него есть мечта снизить стоимость переезда на Марс до всего нескольких сотен тысяч долларов. Таким образом, теоретически любой сможет накопить и отправиться. Но как он планирует это сделать? Если использовать обычную ракету, переезд вас и вашу семью на Марс может стоить сегодня около $10 миллиардов. Но если построить полностью многоразовую ракету, вещи начинают выглядеть разумнее. Самая большая и мощная ракета в истории, готовая отправиться на Марс. Ключ к плану Элона Маска по Марсу всегда заключался в Starship. SpaceX считала, что для того, чтобы Марс стал коммерчески жизнеспособным, потребуется принципиально иная конструкция ракеты. Эта новая ракета должна была уметь перевозить много массы по очень дешевым ценам. И потому Starship была спроектирована с 3 новыми важными идеями. Полностью многоразовая. Ракете нужно достигать своей цели – посадка и высадка грузов перед возвращением на новую полезную нагрузку, заправка на орбите. Если запустить ракету на орбиту, прежде чем запустить ее запас топлива для полета на Марс, вы экономите кучу денег на первоначальном запуске. И третье – создание топлива на Марсе для возвращения Starship домой. Starship построили из нержавеющей стали, потому что она намного дешевле углеродного волокна или алюминия. Результат – это монстр ракеты, способный поднять на Марс до 100 тонн полезной нагрузки. Хотя это звучит потрясающе, реальность Starship сегодня такова, что, посмотрите сами. Пока что запущено 8 Starship. 4 успеха и 4 неудачи. В самом последнем запуске им удалось поймать ускоритель, ту ступень, которая выводит ракету на орбиту. Верхняя ступень была потеряна из-за отказов двигателей. Но, честно говоря, так и должно происходить. Они продолжают развивать эту ракету, учиться на каждом запуске и доводить дизайн до совершенства. Однако это накладывает большой вопрос на заявление Элона Маска о том, когда он доставит первого человека на Марс. Лучший сценарий – через 10 лет, худший – через 15-20 лет. Важно помнить, что Марс тоже находится на орбите вокруг Солнца, что означает, что планеты выстраиваются в удобную конфигурацию для полета на Марс примерно раз в каждые 26 месяцев. И на самом деле доехать туда занимает целых 6-8 месяцев. Элон регулярно говорит о том, что хочет иметь 1 миллион человек на Марсе к 2050 году, и что хочет умереть на Марсе. Но если это произойдет, график должен перестать скакать. Он изначально предсказывал посадку в 2020-х годах, и это кажется все менее вероятным. Большим вызовом для первых пилотируемых миссий на Марс будет продолжительность экспедиции. Окно запуска в августе 2033 года. Если запустить тогда, они достигнут Марса в марте 2034 года. А до появления новых ресурсов или людей до позднего 2035 года мы не сможем отправлять больше. Они должны быть способны выжить долго без поддержки с Земли. И затем в отношении идеи заселения Марса я просто не думаю, что кто-то это сделает. Никто не осваивает Антарктиду. Давайте признаем, там холодно, нездешний, практически нечего есть. И вы можете дышать здесь, что и является ключом. Если вы отправитесь на Марс, вы очень быстро поймете, что дышать невозможно. Это реальная проблема. Добраться до Марса и создать базу – одно дело,
но полностью терраформировать его – это совершенно другое. Терраформирование – это по существу превращение Марса в Землю 2.0. Нужно, чтобы атмосфера стала толще и температуры теплее. Сегодня давление на поверхности Марса составляет около 6 миллибар. Нужно, чтобы оно было выше 100 для существования человека. Аналогично, средняя температура на планете сегодня около минус 63 градусов Цельсия. Нам нужно поднять ее выше нуля, чтобы вода могла существовать в жидком виде. Если бы это удалось, люди могли бы просто ходить с кислородной маской и курткой. Просто добавим больше атмосферы, и проблемы сами собой решатся. Но мы не можем просто набросать земную атмосферу и перенести ее на Марс. Решение заключается в освобождении всего К2 из замерзших ледяных шапок и почвы. Полярные ледники на Марсе состоят из сухого льда, поэтому если мы просто превратим их в газ и выпустим весь К2 из Земли, это даст лишь половинчатый шаг к достижению цели по давлению – 50 миллибар. Просто недостаточно углекислого газа в запасах Марса, чтобы достаточно разогреть планету. И это еще без упоминания того, что для таяния этих СО2 ледников потребовалось бы буквально 80 тысяч раз больше электроэнергии, чем вся мировая потребность на сегодняшний день. Существуют другие идеи, например, добавление триллионов тонн пыли в атмосферу или перенаправление комет, богатых азотом, чтобы они врезались в Марс. Но все эти идеи – highly theoretical technologies, которые, вероятно, потребуют веков на разработку. Так что, если честно, я не думаю, что мы скоро терраформируем Марс. Честно говоря, мы, вероятно, создадим небольшую колонию на Марсе в рамках нашей жизни, но идея о том, что она превратится в процветание цивилизации Earth 2.0 в ближайшем будущем, этого не произойдет. Лично я надеюсь, что наши попытки исследовать Вселенную и расширять доступность человечества не выйдут за рамки, разрушив наши шансы найти жизнь на Марсе. Итак, последний большой вопрос. Стоит ли вообще этим заниматься? С одной стороны, люди видят в расширении человечества на Марс пустой тратой ресурсов, бегством с Земли, тогда как на самом деле мы должны использовать это время, деньги и усилия для спасения планеты. С другой стороны, как говорит Илон Маск, возможно, размещение людей на Марсе важно для снижения экзистенциального риска разрушения Земли какой-то катастрофой. Лично я думаю, что мы найдем золотую середину. В любом случае, есть нечто ценное в исследованиях и том, как они вдохновляют человечество. Как мы смотрим на космос, как на последнюю незавоеванную границу. Если что-то и самое ценное в этом исследовании Красной планеты, так это подтверждение того, что мы, возможно, не одни во Вселенной. Но это возможно только если мы не будем спешить и не испортим все ради прибыли. В любом случае, напишите в комментариях ниже, что вы думаете, стоит ли идти на Марс или нет. Есть несколько людей, которых мне бы не помешало отправить, не так ли?